Все, что есть в нашем мире, в нашей личной реальности, все дело рук нас самих. Так что берите себя и свою жизнь в охапку, слушайте себя, слышьте себя, начните работать над собой. И кто знает, может уже завтра или через месяц вся ваша жизнь изменится. Аня, привет. Привет. Ань, вот я на самом деле всем задаю первый вопрос, а с каким запросом ты пришла в этот эксперимент? Но у тебя почему-то мне хочется спросить, что для тебя простое женское счастье? Семья, дети, здоровые дети, родители, гармоничные отношения в семье, достаток, благополучие, здоровье, здоровье самой меня. Если я буду нездорова, то и, соответственно, и в семье будет не очень хорошо. Ну и тогда коронный вопрос. С каким запросом ты пришла в проект? Запрос я сформулировала как найти свое предназначение. Но, как потом выяснилось, запрос я сформулировала неверно. Предназначение, ну вот в моем понимании предназначение, что решила Вселенная, когда я появлялась на свет, кем, чем я должна быть, чем я должна заниматься. А на самом деле я хотела найти себя, вот просто в данный момент, вот в это время, в этом городе, вот найти себя, так как я себя потеряла. Где ты себя потеряла? Потеряла, как я называю, это была прошлая жизнь. В прошлой жизни. Прошлой, как мне казалось, счастливой жизни. После определенных событий я растерялась, я потерялась. Что это за события были? Это был развод. Я считала, что у меня счастливая семья, благополучная семья. Как я говорю, я была тогда в большом, не в очках розовых, а в большом розовом скафандре. Я думала, что все хорошо, дети красивые, здоровые, муж у меня красивый, меня любит, как мне казалось. Ну, потом оказалось... Ты отдавала всю себя? Да, я отдавала всю себя и ждала то же самое. И как я считала, что жена должна быть верная, дом, работа, семья, доверие. Главное, для меня доверие – это очень много значит. Если обмануть меня, я ненавижу просто. Вот человек... Что случилось? Он обманул? Да. Измена была? Да, была измена. Я как бы пыталась принять, понять. Но это как бы для себя. Я пыталась сохранить вот эту вот семью, 2 месяца. Но я поняла, что если я в этом состоянии останусь, я сойду с ума. Когда я человеку доверяю, я доверяю полностью. На рыбалку, с друзьями. Пожалуйста, друзья у нас, он у друзей. У меня даже не было мысли, что мне могут вот такую подлянку сделать. И потом он ушел, а у тебя мысли, ты не веришь. А когда ты не веришь, вернуть вот мое доверие к человеку очень тяжело. Когда меня обманули, у меня будет все равно. Ты его не смогла смириться, да? И попросила уйти, или он опять же ушел? Нет, я сказала, что я подаю на развод. И что было после? Все, развелись. После была затяжная депрессия у меня конкретно. Когда я в жизни практически не плакала, я плакала 2 или 3 года. Я там за 3 недели я потеряла 15 килограмм. Ничего себе. И так как это был что там у нас, 2008-2009, это районный городок Воронежской области, то есть ни психотерапевтов, я бросалась в любую сферу, где я думала, мне здесь будет легче. Мне посоветовали психотерапевта, она мне посоветовала такую терапию. Она сказала, возьми тетрадь и напиши, я прощаю мужа, я прощаю папу. О боже, какой прощаю, мне дайте автомат, я пойду стрелять, я пойду убивать. Да, я тоже в эти техники не верю. Нет, не психотерапия, я пила антидепрессанты определенного вида. Хотя я сейчас думаю, если бы я
знала те антидепрессанты, которые знаю сейчас, да я там бы за полгода разрулила бы эту ситуацию. Потом с детьми была проблема, с дочкой была проблема. Проблема с дочкой. Она была папина дочка. Вот. И я мучила ее, мучила детей, я вымещала все на детях. Всю ненависть, которую человек мне даст, боль, я вымещала, я мучила детей. Я прошу прощения у них за это. И сейчас я смотрю на них, и что вот Бог мне дал детей, они умные, они мудрые, они моя опора. 3 года ты пыталась, да, выбраться Да. вот из этого состояния. Потом ты приняла решение переехать в Москву. Да, ну там у нас как раз подошло такое время, что дочь там 9 классов заканчивает, с учебой у нее были проблемы. Я говорю, хочешь, вот я уеду, и хочешь, я тебя заберу с собой. Там учись, исправляйся. Она исправилась, и мы на бюджет в Москву, это был последний год, когда в Москве иногородних принимали, в колледж она на бюджет поступила из провинциального города. И я тоже поехала в никуда. Когда я жила, у меня была своя квартира трехкомнатная, я в своем городе могла решить любые проблемы. Медицина, милиция, ГАИ, все вот эти вот дела, налоговая, все это я могла решить и разрулить. Ну, потому что. Понятно. Да. А сюда я приехала. В 40 лет я жила в общежитии, ну, трехкомнатная квартира, такие же девчонки, там, кто молодой, ну, кстати, я там была почти, ну, не самая взрослая, но так средняя, и молодые девчонки, вот как бы в 40 лет выйти из зоны комфорта, но я летела сюда, у меня чемодан был огроменный, и у меня тогда вес был, наверное, 60 килограмм, и я этот чемодан перла на вот таких каблуках. Что ты ждала от Москвы? Ты думала, что ты убежишь, и Да. все наладится? Да, я думала, что я убегу. Во-первых, я не буду видеть человека, я не буду знать, что там с ним, как с ним, потому что в маленьком городе это проблематично. Тебе несут все и вся. Тебе надо, это не надо, и это вот этот триггер, который вот тебе нажимают и нажимают и нажимают раз за разом. Ты, может, ты хочешь забыть, но тебе не получится это сделать, потому что... И здесь я успокоилась. Я даже набрала вес. Несмотря на хотят то, наоборот. что... Да, конечно, хотелось бы в том весе остаться, но это показатель того, что я себя более или менее чувствую хорошо. 8 лет прошло. У тебя появились отношения? Нет. Ты хочешь, чтобы отношения появились? В принципе, да. Но я не могу дать человеку ничего сейчас. Ого, как у тебя это все. Я не могу дать, во-первых, у меня нет доверия к мужчинам, там, скажем так. Я не хочу испытывать какую-либо боль в том плане, что я не хочу, чтобы меня обзывали, там, обижали каким-то этим. Я не хочу к человеку подстраиваться. Опять же, я говорю, если я влюблюсь сильно, вот как вот, опять же, розовый скафандр, и тогда я не буду обращать там на носки, на прочие дела, на какие-то там эти ковыряния в ушах, в носу, вот когда человека любишь, там ничего не замечаешь, правда? Вот. А сейчас я не готова к этому. И потом я не могу дать человеку ничего, потому что я как бы себя потеряла, я должна себя сейчас найти, чтобы была возможность чем-то поделиться. Мне нечем делиться сейчас. С какими экспертами ты искала себя в эти 30 дней? Я работала с Владимиром, с Оксаной, и Вика и Галина. Анна, 48 лет. Ну, это женщина, молодая, я считаю, молодой женщиной. Она пришла в состояние, у нее был запрос, я чувствую себя биороботом, я себя потеряла и так далее. По сути, человек пришел в состоянии жертвы, ну, наверное, так неправильно было бы выражаться, потому что жертва – это какое-то, ну, все-таки обидное слово немножечко. Скорее, это пришел человек, который потерял суть и смысл жизни. Сама она это списывала на
состояние после разводной депрессии, и мы с ней делали, ну, поскольку она вот тоже была, ну, во-первых, когда человек первый раз приходит, для начала важно сформировать доверие. И первый раз у нас достаточно жестко прошла сессия, я даже беспокоилась, в общем-то, сама об этом, потому что мы с ней делали? Мы делали рисуночный тест, ну, рисуночную, точнее, так скажем, методику. Я ей предложила нарисовать свое состояние, потому что я начала крутить, как бы так, она нет, вот я так живу, и все на самом деле у меня хорошо. Смысл, зачем ты туда пришла, если у тебя все хорошо? И закончили мы вот первый день, я очень хорошо это помню, на том, что я посередине болота, и и мне здесь хорошо. Я говорю, ну ладно, окей. То есть я специалист, мне надо как-то человека пододвинуть в какую-то хотя бы сторону, потому что тревожность моя тоже существует, и мне бы не хотелось ее оставлять. Я говорю, ну хорошо, давай покрутим время. 3-5 лет проходит. Где ты? Что происходит, что меняется в твоей жизни, да, вот в этой картинке болото, она в нем посередине. И что меня смутило в первый день, собственно говоря, да, что человек говорит, ну ничего, у меня только одна макушка будет торчать, болото будет сужаться, и вот так. И я говорю, ну окей, вот так. И я ее в этом оставила. Это было непросто, я думаю, ей это было непросто. Прошло какое-то время, она мне написала в Телеграм, у нас тоже было поддерживающее общение. Да, я поняла, я осознала, я не хочу. И, честно сказать, я выдохнула, потому что с этого момента я подумала, и я потом это увидела, что да, пошел прогресс, и пошло ее как раз вот осознание того, что нет, все-таки я так не хочу. И я решила, что вот как бы да, окей, ладно, человек в таком состоянии, да, хорошо, там все очень прекрасно на весь ярлык жертвы, ну а что с этим делать, вопрос, да? Она как будто бы все время служит, и вот это служение, вот даже последний раз мы с ней говорили, ну смотри, то есть она вот это служение, да, она его везде размещает, во всем пространстве. Она служит своей работе, она служит своей там дочери, не знаю, она служит своим родителям, всем, кроме собственной жизни. Почему, говорю, почему? Почему ты свою жизнь так обесцениваешь, что тебе важно все остальное, кроме самой себя? Почему? Ну, я опять ее оставляю с этими вопросами, на раздумье, на подумать. Но результат на самом деле был. Результат был, и более того, я была на этом ретрите, там девушки все от 35 до 52 лет были, женщины. И я ей скинула, посмотри, какой ты можешь быть. Ей надо, наконец, поработать со своей детской частью. Да, вот с разводом мы коснулись в той или иной степени. Я ей дала задание по выражению гнева, я ей дала задание написать письма. И не как вот, что типа я всех прощаю, потому что это только иллюзия. Мы на самом деле, пока мы не... То есть наш гнев и наша злость, они за нас. Она это все отщепляет. То есть как будто бы я буду хорошей девочкой, и вот тогда меня будут любить. Нет, тебя либо любят, либо тебя не любят. И чем больше ты, и чем ты более живее, чем ты больше в контакте со своей агрессией, со своей злостью, тем более ты живой, и тем более найдутся те, которые тебя полюбят таким, какой ты есть. Потому что наша самая основная задача на эту жизнь, наше самое желание – это быть принятыми, понятыми во всех своих чувствах. Понятно, что ей будет тяжело, потому что она долгое время от себя отказывалась. И это очень такой... Ведь она вот даже говорила о том, что типа... А какая я, что я хочу, там, самореализация. И я в очередной раз говорю, что вот Анин путь, вот жизнь такая мудрая, она всегда нас ведет именно так, как нам надо. И я вижу так, да, я могу говорить только о себе, это моя гипотеза, мое предположение, что вот именно она, Аня, она должна, это ее раскрыть в себе, да, ей 48. Но женщина в 48 лет – это 47 пик сексуальности, если что, да, то есть она может еще быть прекрасной, она может еще создать отношения, она может быть счастливой, она вот должна пойти туда, где ее любовь к самой себе. С Анной мы сначала общались, я, конечно, посмотрела ее руки, да, которые она прислала. У меня возник ряд вопросов, и мы с ней, такая у нас была пробная встреча, я задала ей свои вопросы. И так как вопрос был про предназначение,
я посоветовала в конце этой встречи посмотреть видео одного психотерапевта. Есть такая методика, как определить очень простым способом, какой вид деятельности тебе нужен. Но это имеется в виду не сама профессия указывается, а какой ты человек. То есть в этой методике сравнивается человек с деревом, и у дерева есть корни, есть ствол, есть листья и есть плоды. И вот эта типология людей характеризуется там по-разному. И я предложила Анне посмотреть эту методику и для себя определить, кем она является. Через некоторое время мы с ней созвонились еще раз уже, я подготовила ей прогноз по рукам, и, значит, она сказала, что она определяет себя к стволу. Ствол — это такое интересная работа, да, когда он получает откуда-то и отдает куда-то, но ему не нужно думать откуда и не нужно думать куда, он просто проводит это. То есть она себя определила вот так, то есть ей не нужно как корень, например, напрягаться и тянуть влагу, да, она просто должна, вот, чтобы ее не трогали, да, вот я просто сижу и через меня проходит. Вот, ну, в общем-то, я с ней согласилась, что этот типаж ей очень подходит. Для такого типа людей я рекомендую, здесь не может быть какой-то профессии, я не могу сказать, да, человеку, что делайте, точно вам подойдет там нумерология. Здесь только брать и делать. То есть брать, что-то делать к такому человеку будет приходить понимание того, что это его только в процессе деятельности, и мысли о том, что нужно идти, например, в другую сторону, или они приходят в процессе. То есть человек начинает что-то делать, приходят какие-то люди, события, какие-то он информацию где-то находит такую, и он понимает, так, нет, это мне не интересно, мне нужно переквалифицироваться, скажем, в другую область. Вот. У Анны достаточно небольшая материальная заинтересованность, судя по рукам, поэтому сильно напрягаться, скажем так, вот ей не хочется и не нужно, да, но не всем. Поэтому она вроде бы хочет вот и то, и то, и то хочет, но чтобы вот это прям вот взять, и это не человек-цель, ну вот прям достичь, да, прийти любой ценой там к своему результату, нет. По прогнозу у нее сейчас, по рукам, у нее сейчас по всем линиям достаточно тяжелый период. Конечно, это связано и с прошлой жизнью ее, и с тяжелым разводом, и с депрессией, и все это нужно, конечно, отпускать, но самое главное, линии, я ей дала, да, прогноз, человеку нужен прогноз, чаще, конечно, положительный, и все, что я могла положительного ей дать, я, естественно, ей дала, что все выправится. У нее этот год специально такой вот мистический, немножко эзотерический, то есть она должна что-то понять. То есть это начало ее пути, по сути, несмотря на то, что ей 48 лет, она только вступила, потому что до этого она не жила. Она вот, дети были, вот родителям помогаю, а я, я вот хочу реализоваться, да, чего хочу, не знаю, чего знаю, не хочу, вот такой момент. Мы с ней посмотрели, да, по всем сферам жизни, по линиям, и самое главное, что линии-то меняются на руках, да, от того, насколько мы с собой работаем, мы можем поменять даже какую-то кардинально, да, в жизни что-то, но самое главное, что остается неизменным, это папиллярные узоры на наших пальцах. Вот здесь, да, дактилоскопия, если знаете, вот снимают отпечатки пальцев, это на всю жизнь. То есть здесь вот, ничего нельзя сделать с этим, хоть ты из штанов выпрыгивай, никак это не поменять. Вот. И ее задача, я смотрю в том числе и это, потому что это заданность действительно такая, фатальность, можно сказать. Ее задача — это служение. Но служение не в смысле того, что она должна там всем поклоняться. И служение — это в более широком смысле, я ей все это объяснила. Ее задача всю жизнь искать баланс между отдавать и себе не навредить. То есть это такой вот канатоходец, который должен идти
и держать все время вот этот баланс. Служить, отдавать что-то другим, да, это ее задача. Но все время нужно отслеживать то, что нельзя уйти от себя, нельзя сделать себе во вред, да, так как вот она говорит, я вот детей растила, ну вот всю жизнь положила. То есть здесь нужно ей все время будет искать этот баланс. И, в общем-то, мы с ней, я ей всю эту историю рассказала, да, она очень сильно впечатлилась, сказала, что ей нужно много времени, чтобы это все как-то вот осмыслить и понять. Следующий год, я так предполагаю, что у нее будут изменения, это будут какие-то знакомства, какие-то путешествия. Если она решит поменяться, да, а мир всегда реагирует на наши изменения. И когда мы открываемся и говорим, что я готов принимать, пока вот она не готова, как-то вот я, да, в каком-то вот болоте, я как биоробот, но здесь нужно понимать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, наше дело – задать человеку вектор. И собственно, следующий год у нее должен быть такой подвижный очень. Это и какие-то знакомства, и какие-то поездки, и что-то еще такое. Но в целом я предполагаю, что через 2 года у нее по всем фронтам, если она пойдет по этой дороге, у нее по всем фронтам, в том числе и в личной жизни, начнет налаживаться все. То есть там уже картинка как пазл начнет складываться само собой, если она встанет. Я ей сказала, ищи, как искать? Она говорит, как мне найти предназначение? Вы берите и делайте. Просто вот что вам откликается, и главное, слушайте себя. Вам нравится это делать, вам добавляет это энергии, от вас это не высасывает. Она говорит, я работаю фармацевтом, из меня люди вот приходят, там жалуются, они из меня всю энергию вытягивают. Так нельзя. Нельзя работать для того, чтобы из вас вытягивали энергию. Работа должна быть для того, чтобы энергию получать. Эмоционально и физически. Цель ее была, изначально она звучала, как стать счастливее, то есть охота быть более счастливой. Трудность была, с запросом, да, то есть у нас вообще проблема у людей, то, что они не знают конкретно, что они хотят, и часто выбирают по наитию, либо то, что предлагают как бы другие. И другие, это не часто даже наши родственники, либо мы сами, это те социальные формы людей, которые формируют у нас вообще в голове представление об успешности. И самое важное, да, успех, или критерий, по которому можно считать человека успешным, это то, насколько человек счастлив. То есть, если вы счастливы, значит, вы успешны, и неважно, чем вы занимаетесь. Главное, чтобы ваше счастье, это было ваше внутреннее состояние, и вполне такое же естественное, как и способ естественного дышать. С чем пришла Анна? Анна пришла с целью для того, чтобы стать более счастливой. Первое, что мы сделали, это сформировали цели, и второе, мы работали с теми моделями проявления, которые она использует в жизни при взаимодействии с людьми. То есть у Анны был комплекс такой отличницы с приступами Золушки, комплекс неполноценности, где она всю жизнь свою подстраивала себя под то, чтобы другим в жизни было удобно, то есть несла ответственность за внутреннее состояние, переживания и счастье других людей. И, соответственно, с причинами возникновения этих моделей поведения мы работали. И параллельно, конечно, это формировали другие способы проявления себя, что было интересно в других способах, да, то есть других способов это, у Анны это искореняли ее чувство вины, чувство стыда за то, какая она есть и какой может быть. Такая хорошая работа получилась в том, что Анна сейчас более спокойно принимает по отношению к себе заботу, внимание со стороны других людей. И сама по себе стала более уверенной и более структурированной. Работать, конечно, там еще не початый край. Есть над чем, было над чем, будет над чем. Что я рекомендую Анне, да, то есть над чем работать, это дальше, прорабатывать тему родителей, убирать тему стыда за себя, за свои желания, хотелки и пыхтелки, и позволять себе больше иметь и давать возможность проявлять себя.
проявлять себя в отношениях с другими людьми без потребности испытывать какое-то неудобство за то, что она есть и имеет свои желания и хотелки. И вообще очень важным качеством, да, это перестать думать о том, насколько вы удобны людям. Вообще перестаньте стремиться быть удобными для других людей, потому что если вы не можете себя проявить в той форме, в которой вы есть, то в принципе у вас отношений нет. У Анны был запрос, что она потеряла счастье, радость в жизни, она не видит своего предназначения. Да, я посмотрела ее предназначение, и на рунах посмотрела, и по нумерологии посмотрела ее предназначение. Да, действительно, она не идет сейчас своим путем предназначения. Да, она сбилась со своего пути, да, она действительно не видит радости, не видит счастья в жизни. Она полностью погрузилась в работу, и она пытается через работу заполнить все свои эти обиды, которые она до сих пор не проработала со своим мужем. Она не может отпустить прошлое, и она сама себе придумывает проблемы, чтобы потом их решать. У нее, кстати, слабая связь со своим родом, ей нужно восстанавливать эту связь, нужно восстановить родовое древо, я об этом сказала, почитать своих предков и передавать своим детям знания о своих предках. И хранитель рода – это задача, ей нужно, во-первых, если она знает могилы, да, съездить на могилы, следить за ними. И то, чем занимался ее род, ей нужно это восстановить. Узнать о своих предках, чем больше, тем лучше. Соединиться с ними. Есть разные практики, есть через регрессии соединения с родом, есть шаманские практики соединения с родом, но она пока не готова ни к одной из них, к ним нужно быть готовой. Поэтому ей нужно себя сейчас раскрыть, потому что у нее подсознательные страхи, да, и фобии. Это то, что она не может проявлять свои эмоции, чувства. У нее идет скованность в этом, и она себя не может проявить в творчестве еще. Хотя она очень творческий человек, и ей нужно, наоборот, себя проявлять в творчестве. Да, и в прошлой жизни ее ошибка, она тоже выполнена, кстати, на 60%. Она была мужчиной, и она разрушала чужие жизни, чужие судьбы. И в этой жизни ей ни в коем случае нельзя это делать. Ей нужно, наоборот, соединять. У нас была с ней одна встреча, да, которая, длилась 2 или 2,5 часа. Я не помню, у меня с каждой были очень долгие беседы, и потом мы с ней переписывались. И да, она писала о своих изменениях, потом у нее папа попал в больницу, я тоже ее в этом поддерживала, объясняла, как нужно здесь правильно помочь своему отцу. Самое главное – представить человека и направить ему свой поток света. Прям представить солнечную энергию, и этот поток направлять и представлять, как человек, он выздоравливает, он прям наполняется этим светом. Не знаю, делала он это, не делала, но папу потом выписали через неделю, она была довольна. И тоже она в проект не просто так пришла, потому что у нее сейчас включились 3-й кармические врата. И в этих кармических вратах ей как раз нужно помогать своим членам рода. У нее все связано с родом. Галина мне сказала, что тебе нужно хобби твое, эзотерика, только найди себя. Вика это озвучила, мне говорит, знаешь, ты такая серьезная, я вижу, что там тебе это как-то неудобно тебе это говорить. А что там было у тебя? Что там, я очень склонна к изучению эзотерики, только нужно понять, что это, что там астрология, нумерология, что там еще, хиромантия. Как мне Галина сказала, говорит, ты включай YouTube, допустим, не плати деньги за обучение, прям сразу и сейчас. Может, это не твое нумерология, или может, не твое астрология. А ты смотри и слушай, что тебе откликается, да, и тем пробуй заниматься, потому что, говорит, у тебя очень развита интуиция. Также и Виктория мне сказала, что развита интуиция. Я сейчас просто стала замечать, что да, есть такое, если да, то да, я чувствую, то это, если нет, то... Сказали, что я могу обучать и делиться чем-то. Как там какой-то квадрат мне Виктория нашла здесь, да, В прошлой жизни я хотела быть учителем, но потом я поняла, что нет. Я могу сесть за детоубийство.
Ну, может быть, надо там, Ну, на может взрослую быть. аудиторию. Может да, быть, но какую-то я только пока не посмотреть. понимаю, чем я могу поделиться, какие у меня Мгм. знания. Хорошо. Я знаю, что, ну, как бы вот с Галиной, Викторией такие более радужные Да. встречи были, и была очень тяжелая встреча с Оксаной. Да. Почему она стала тяжелой? Мне тяжело, вот как я говорю, мне тяжело там что-то представить. Вот как и Владимир, и как Оксана. Вот ты там представь, там ребенок, там мама, папа, дышите сердцем. Я не понимаю. Как это, Чисто да? как Как это это? для меня. Вот первая встреча, да, как-то вот тяжело, мне тяжело открыться. Мне тяжело открыться человеку. Но потом вот вторая встреча, и вот вчера у нас, кстати, с Оксаной была встреча. Вчера вот прям так, вот прям поток энергии, и моя к ней, и ее ко мне. Она мне первый раз говорила так жестко, но я никогда не обижаюсь. Мне, может быть, так и надо, чтобы я как-то задумалась. Встряхнулась, Да, немножко? встряхнулась, когда тебе говорят, да ты такая хорошая, да ты такая красивая, да ой, блин, какая же я красивая, как мне себя жалко. Вот мне нужно наоборот, мне нужна встряска, как вот и Владимир там мне. К Оксане ненадолго вернусь. Оксана призналась нам сегодня, что она специально, намеренно оставляла тебя не, так скажем, в ресурсном состоянии, чтобы ты начала думать. Какие чувства у тебя были после этих встреч? Я откладывала эту встречу, думаю, ссылаясь на то, что там проблемы с ребенком, думаю, так, я не буду тревожить, мне так неудобно. Звонит мне Оксана, говорит, нифига подобного. В 8:20 у меня уже муж пришел, говорит, давай. Я отлынивала там как могла, потому что ну, как-то мне было некомфортно, я не могу вот открыться человеку и рассказать, вот что у меня здесь. Но она находит такие слова, которые вот просто так вот по ниточке так вытягивает, и потом как выльется из тебя. Вот, кстати, это очень интересный момент, который ты сказала, потому что у тебя же вообще изначально был регрессолог, Катя. Да. И у вас тоже, ну, как бы по определенным обстоятельствам, это понятно, это серьезно, это объективные обстоятельства, да, вот когда, знаешь, справку раньше школы писали, что уважительная причина. Но при этом, когда я с Катей общалась, я говорю, Кать, давай перенесем на попозже, но у человека вот так все бывает. Она говорит, Оля, почему мне Аня сама это не сказала? Я объясню. Значит, я понимала, что я по времени не укладываюсь в проект, потому что у меня была запланирована всемогущая прививка после работы. И я думаю, вот я скажу, Кать, давай вот на 26-е, а у меня после прививки будет температура или еще что-то, и я опять нарушу свое слово или свое сама же, опять как бы не состоится по моей же причине. Мне просто не хотелось человека. Она бы там рассчитала время, а тут опять я, у меня там температура, сопли и прочие дела. И я ей написала вот в таком варианте. Ты как сама думаешь, ведь на самом деле, что такое этот проект 30 дней, да? Это же на самом деле вообще уникальная возможность, когда ты за определенный, там, да, за 30 дней, за месяц, ты получаешь помощь и поддержку абсолютно разных экспертов. То есть люди, на самом деле, деньги там огромные куда-то несут, чтобы там прорабатывать. У тебя это была возможность безвозмездно. Ты вот оцени по шкале от 0 до 100, насколько ты воспользовалась своей возможностью. Процентов на 70 я воспользовалась. А вот эти 30, они где застряли? Ну, вот я бы хотела в регрессию. Вот, ну, с другой стороны, я считаю, что вот если не складывается, значит, это почему-то нужно. Может быть, не пришло время. Такое тоже, кстати, очень важно. Ну, вот так сложились обстоятельства. Хотя я вот именно регрессолога хотела больше всего. Вот видишь, как интересно. Значит, не пришло время. Значит, наступит тот момент, когда я, может быть, еще не готова. Возвращаясь, например, к Оксане, я знаю, что у вас было некое упражнение,
когда она тебе говорила о том, что, Аня, вот там представь себя, где ты говоришь, я в болоте. Да-да-да. А через 3 года, Ань, ты где? В болоте. А через 5 тоже в болоте. А почему ж ты, Ань, в болоте, а мне комфортно? Да, мне там тепло. Это вот что? Что ты не хочешь выходить из зоны комфорта, ты боишься чего-то или что? Вот вы с Оксаной говорили на эту тему? Да, я не хочу выходить из зоны комфорта. Там же тепло, там не страшно. А зачем тогда на проект? Страшно, ты уже сколько тебе лет, и ты все боишься, и боишься, и боишься, и жизнь-то проходит. Как-то То надо... есть все-таки из зоны комфорта позывы выйти есть. Да, я боюсь, что и когда я вышла, приехав в Москву из зоны комфорта конкретно, я потратила весь свой запал, все свои силы на тот рывок. Для меня это было очень... При всем при том, что я достаточно домашний человек, для меня выехать куда-то одной было, а здесь я все сама. Я нашла эту работу, я куда-то непонятно с этим чемоданом из Москвы в Красногорск перлась на маршрутке. Тему с мамой, с Оксаной вы копнули, да, глубоко? Ну, я пока не готова, как бы... В сторону мамы Да, смотреть? пока нет. Почему? Я не могу сказать, что чего-то мне мама не давала в жизни. Мама, она у нас вот по сути, по своей спокойная. Больше у меня контакт с папой был. Вот папа обнимет, так, а манютуська, там это всякое вот такое вот. От него больше энергии. Мама, она у нас вот, она спокойная, она, я тоже, наверное, такая, как она, не проявляет свои эмоции вот так, вау. Я порадуюсь, но я не буду прыгать ногами, топать от радости. Мне радостно, но я не могу так выражать. И вот у нас, и у меня мама такая. Ну, может быть, мне от нее не хватало телесного контакта, потому что, ну, я телесник, мне надо вот прижаться, обняться, вот так вот. Что за история с холодными ногами? Владимир, это вообще особая история. Когда я увидела список экспертов, я, говорю, мужчина, вот с кем я не хочу общаться, вот вообще на эти темы, так это вообще с мужчиной. И первый же созвон с Владимиром, он как раз мне сказал, что ты вообще запрашиваешь? Ты, говорит, вообще не о том, и давай разбираться, о чем ты, что ты вообще хочешь. Ты такая-то, такая-то, такая-то. И он говорил, и это было жестко, тем более это еще с его манерой общения. Но он сначала говорит, тебе как, нормально? Ну, я говорю, нормально. Мне, наверное, чем проще, тем лучше. Но то, что он говорил, вот там правду, какая я, почему так, что там, почему это происходило, это было неприятно. Я была категорически не согласна с этим. С правдой? С правдой. Это я потом уже... Мне надо подумать над тем, что человек сказал, мне надо подумать, обдумать, и да, я приду к тому, что да, это правда, да блин, ну это реально так. По поводу холодных ног у меня реально последнее время у меня очень мерзнут ноги. Мерзнут ноги, болит спина. Это к старости. 48 лет, конечно. Вот, ну... Да. Ну, вот он мне сказал, что у меня там проблемы. Нет, он мне сказал, что у тебя там проблемы с почками. Я говорю, нифига подобного, у меня с почками. Мне не болит, значит, нет проблем. Он, ну, скажем по-другому, у тебя холодные ноги. Это тоже какие-то проблемы с почками. Только холодные ноги. Так, с ним, вот после общения с ним, вот тоже заряд энергии. Ну что, тебе так плохо, давай вот то-то, то-то, то-то делай. И я перестала, вот у меня вот это тяжелое чувство, что я что-то сделала не так, что там еще что-то. Это все отпускает. И он объясняет, почему так. Он объясняет, почему мы развелись с мужем. Он мне объяснил, я подумала, потому что мы разные люди. Вот Всё это очень просто, да. Все очень просто. Но когда ты думаешь, ну да, наверное, нет, а может да, а может нет. А когда тебе человек это сказал, ты подумаешь, ну, это сходится. Ну, да, действительно, мы просто разные. Ну, да, встретились для того, чтобы у меня были хорошие дети. Все. Ань, за время экспериментов 30 дней, ну, помимо того, что там ты узнала свое предназначение, да, ты открыла причины там многого, да, происходящего в своей жизни,
у тебя каким-то волшебным образом открылся еще и финансовый поток. И ты продала, да, по-моему, 2 квартиры, Нет, которые долго не могла. Одну мы продали квартиру, да, действительно. Они стояли так, ну, стояли, были там просмотры, не было просмотров. Но в один момент вот прям взяли за ту цену, за которую мы хотели, да, изначально мы хотели за эту же цену, а потом мы уже думали снизить, потому что ну, в нашем городе они дешевые квартиры, город небогатый. Но у меня сын говорит: мама, на каждую квартиру найдется свой клиент. Ну, говорю, окей. И тут же появились клиенты на нашу вторую квартиру. Ну, на вторую квартиру вот мне ее так не хотелось отдавать. Вот просто. Тут так было затишье, а тут вот там звонят, ходят, смотрят. Я не желаю только, чтобы она смогла себя найти, реализовать. С профессией я ей сказала, какие ей подходят. Да, она немножко не в той области работает. Вот. Но ей нужно сейчас больше, чаще быть на природе, общаться с природой, да, с животными, с растениями. Это тоже как бы ей будет помогать себя же раскрывать и наполнять. Ане следовать советам специалистов, потому что и немножко быть более целеустремленной, то есть ставить себе цели, пусть короткие, пусть на сегодняшний день, например. Вот есть цели на сегодняшний день, есть цели на эту неделю, есть цели на год, и доходить до них, потому что у нее есть немножко такое, что ну вот как-то, ну может надо, а может и не надо. Вот здесь нужно больше, конечно, себя собрать, раз уж она решилась на такой шаг, собрать себя с мыслями, с целями со своими и идти. Что ты возьмешь, заберешь с собой из этого эксперимента? Все эксперты мне сказали: Аня, полюби себя, полюби. Не то, что ты там маникюр и прическа там раз. Это понятно, это ты делаешь и для себя тоже, но и для остальных, потому что ну, с обрызанными ногтями, с грязными там тоже как-то не очень. Полюби себя, не откладывай себе, не откладывай жизнь на потом. Потом может не прийти, надо жить сейчас. Как ты поймешь, что ты обрела смысл жизни, да, вот за которым ты пришла сюда? Для меня, как я нашла себя, я должна почувствовать душевное равновесие, спокойствие. Вот чтобы... Я понимаю, что это очень сложно в нашей жизни, со временем, как все течет, это тяжело. Но для меня это очень важно. У тебя сейчас есть вот это спокойствие? Оно с переменным успехом. Я спокойная, так спокойно, мне так хорошо, и тут что-то приходит, я начинаю опять: ой, я этого боюсь, я этого не хочу, вот просто не хочу. Но потом, опять же, в любой непонятной ситуации дыши. Да. Дыши, и все, там через 5-10 минут все успокоится, устаканится, и ты поймешь, что делать, как принять, какое принять решение. Вот для меня вот избавиться еще от страха к этой жизни, не знаю. Ничего себе. Виктория сказала, что следующий год, что этот год у тебя такой больше в поисках себя, эзотерический, мистический такой немножко. Начиная со следующего года у тебя начнется, если при условии, да, что ты будешь все-таки продолжать заниматься собой, начнется такая авантюра и отношения, и путешествия, и все. Поэтому, Ань, я хочу, во-первых, поблагодарить тебя, что ты пришла и рассказала свою историю. Ну, а во-вторых, ждем фоточек с каких-нибудь богам с прекрасным спутником. Спасибо тебе. Олечка, спасибо тебе тоже большое за то, что ты организовала этот проект. Это просто вот подарок. Опять же, это вот Вселенная дает, вот тебе шанс, вот начинай шевелиться. Да. Спасибо тебе Уже огромное. начали, да. Да. Всем спасибо. Спасибо большое.